Всем привет, меня зовут Алла, и сегодняшнее видео это подробный мастер-класс по пошиву вот такого интересного полотна, которое можно сшить из абсолютно любых остатков и обрезков, а также используя кружево. Долго тянуть не буду, приступаем. Сегодня у меня в работе вот такие остатки и обрезки, на которых присутствует как обычная вышивка, так и вышивка в технике решелье. Вот так оно выглядит. Но на самом деле этот блок можно сшить из абсолютно любой ткани. Подойдет и трикотаж, и хлопок, и костюмка. Все что угодно. Также эти ткани могут быть как плотные, так и совсем тоненькие. Также хорошо будет выглядеть ткань с ворсой, такая как велюр, вельвет и им подобное. То есть ограничений нет никаких. Главный секрет этого блока в его стабилизации. В остальном абсолютно любые ткани можно использовать. Кстати, именно из этой ткани, из этих остатков я уже шила изделие. Сейчас вам его покажу. Мастер-класс я снимала и уже показывала, но, возможно, кто-то не видел или пропустил. Я шила вот такой чехол. Здесь такая комбинированная техника, и вышивка здесь присутствует, и я добавляла элементы в технике решелье сюда на однотонные участки, поэтому вот так это выглядит. Кому интересно, кто пропустил этот мастер-класс, ссылку я оставлю в описании под этим видео. Ну а сегодня из этих остатков я буду шить блок. Так как здесь присутствуют открытые элементы, то есть вот это решелье как раз таки, то под него нужно обязательно иметь однотонные ткани. Кстати, не обязательно, чтобы этот блок был в одном цвете. И, конечно же, я понимаю, что не у всех есть такие ткани, поэтому можно использовать также обычное кружево, абсолютно любое. У меня, например, вот это эластичное, это тоже вы видите остатки и обрезки. Также можно применять гипюр. В общем, все что угодно, все, что найдете с рисунками. Возможно, у вас есть вязаные какие-то элементы. Также здесь прекрасно можно их использовать. Тут главное создать фактуру. Вот какой бы вы полупрозрачный материал не положили на однотонную ткань, она будет создавать вот этот эффект кружева. Теперь я подготовила квадраты для основы. У меня размер квадрата 16 на 16 сантиметров. У вас могут быть абсолютно любые другие размеры. Все зависит от того, какое количество остатков у вас, а также какое изделие вы планируете шить из такого полотна. У меня в качестве основы спанбонд. Я его покупаю либо в швейных магазинах, либо в строительных гипермаркетах в отделе сад и огород. Также он продается в магазинах все для мягкой мебели. Заменить его можно абсолютно любым нетканым полотном, например, флизелином не клеевым. А также можно использовать абсолютно любую стабильную ткань. Стабильная это означает, что она не должна иметь растяжение ни в одну, ни во вторую сторону. Сгибаю пополам, определяю примерно центр и первый лоскут вырезаю не квадратом, не прямоугольником, а вот так хаотично несколько уголков делаю, прикладываю первый лоскут небольшой, вот так лицом к лицу прошиваю. Далее мне нужно перекрыть вот этот уголок, тот, который у меня образовался. Накладываю, прошиваю. Отгибаю следующий уголок, вот этот. Следующую тканюшку прикладываю, смотрю, как мне больше нравится. Мне лично больше нравится, когда лоскуты укладываются немножко с наклоном, то есть неровно. Тогда блок выглядит интереснее. Обратите внимание, что я двигаюсь по часовой стрелке, и когда у вас будет соблазн закончить один уголок и затем приступить к другому, вспомните мои слова. Лучше по часовой стрелке. Тогда ваш блок будет красивым и ровным, и у вас не будет длинных деталей. Сейчас я буду пришивать кружево. Как я уже говорила, кружево накладываю на однотонную ткань и вот так пришиваю просто сразу же две ткани вместе.
И также обращаю ваше внимание, что каждый лоскуток в этом блоке, так как он не имеет отстрочку, я его утюжу. То есть пришила, проутюжила, пришила, приутюжила. И так каждый лоскут. Также немаловажно сказать о том, что я срезаю лишнее до припуска, а также, когда прошиваю, не делаю закрепки, так как каждый следующий лоскут, который вы пришиваете, это следующая строчка. И эта следующая строчка перекрывает предыдущую. Поэтому закрепка здесь абсолютно не нужна. Но я скажу, где я ее обязательно использую. Чуть дальше. Теперь также обращаю ваше внимание, что я комбинирую однотонные лоскуты с вышивкой, потому как если мы полностью все будем использовать вышивки, будет выглядеть по-другому. Если мы сделаем однотонные, также будет выглядеть по-другому. То есть если вы хотите именно такой эффект, как у меня, то нужно вот так комбинировать. То есть смотреть, чтобы не было, можно сказать, наляписто. И вот такой блок у меня готов. Теперь, смотрите, я возле машинки по изнаночной стороне, вот так по самому краю я делаю строчку. Кстати, все лоскуты я нашивала длиной 2,5 мм. Здесь отстрочка делается для того, чтобы ткань основы зафиксировать с блоком, и никакие уголочки не заворачивались, не мешали, и было все ровно и красиво. Здесь уже не важно, здесь можно поставить самый крупный стежок, который есть у вас на машинке, но также можно сделать и мелкие, так как эта строчка у нас просто фиксирующая. Теперь, отступив от строчки 1-2 мм, срезаю лишнее. У меня получилось 6 блоков. У вас может быть то количество, в зависимости от того, какое изделие вы будете шить. Это может быть абсолютно разное. И в конце видео я вам покажу некоторые из вариантов. Сейчас приступаем к сборке. Для этого я выкроила полоски ткани. У меня она однотонная, это не обязательно, шириной 2,5 сантиметра. Ну а длина зависит от того, какого размера ваши блоки и какого размера ваше готовое полотно. Сшивать можно по-разному. Можно сшить вот эти 3 блока, затем эти, и потом между собой их соединить. Можно также вот эти 3 блока собрать и затем их соединить. И именно таким способом я и буду делать. То есть я сшиваю вот так по 2 блока между собой. Беру свою полоску ткани. Напоминаю, шириной 2,5 сантиметра. Прикладываю лицом к лицу вот так. Она должна быть по размеру одного из блоков. Так как она у меня длиннее, я ее срежу. И делаю строчку. И вот тут как раз таки строчка делается обязательно с закрепкой в начале и в конце. Прошила. Теперь отгибаю полоску вот так. То есть она на меня смотрит лицом. И накладываю следующий блок, который мне нужно пришить, вот так на полоску лицом к лицу. И также прошиваю. Готово. Вот так это выглядит. Иду к утюгу, отутюживаю. И вот что должно получиться. На изнаночной стороне все припуски, вот так, видите, стык в стык. И вот так выглядит лицевая сторона. Все, так сшиваю еще 4 блока. Вот так это выглядит. И теперь, как вы понимаете, я беру еще 2 полосы и сшиваю между собой их точно таким же способом. Готово. Вот что получилось. И вот так выглядит изнанка. Все припуски стык в стык, поэтому никаких утолщений на этом блоке нет. Далее я подготовила подкладку, а также утеплитель. Можно использовать утеплитель либо уплотнитель в том случае, если вы запланировали такое изделие, как сумка, косметичка, органайзер, то есть то, что должно держать форму. Если вы, например, хотите сшить штору либо же скатерть, то, конечно же, утеплитель или уплотнитель вам не нужен. Я же шью с утеплителем. Итак, ткань
подкладки внизу лицом к столу, далее утеплитель и сверху укладываю свое лоскутное полотно. Далее вы видите, что я скалываю булавками. Это обязательно, особенно если вы, так же как и я, сшиваете 3 слоя между собой. И пока скалываю, хочу немножко сказать о том, почему я этот способ не использую при шитье одеяла. Для тех, кто не видел мои мастер-классы по пошиву одеял, поясняю, что я всегда шью отдельно блок, стягаю вместе с утеплителем и обратной стороной одеяла, и затем уже готовые блоки соединяю между собой. Мне этот способ нравится больше всего. Я это делаю по-разному, обычным классическим способом, также блоки со сдвигами пришиваю, но это не меняет сути. Главная причина, по которой я не соединяю блоки, так как показано в сегодняшнем мастер-классе для одеяла, это то, что когда вы стягаете 3 слоя с утеплителем, особенно если это утеплитель плотный, то есть вы стягаете зимнее одеяло, то слои между собой сдвигаются. Вы видите, что я шью небольшой блок, и вы видите количество булавок, которое мне понадобилось, чтобы зафиксировать. Сейчас вы видите на изнаночной стороне, вот я вижу, где у меня уголок, видите, вот тут, когда я буду стягать, будет защип. Конечно же, я сейчас это все поправлю, но представьте, если нужно сколоть, например, одеяло 2,20 на 2. Даже, ну, понятно, что оно скалывается не портновскими булавками. Есть специальные булавки, но это сути не меняет. Это огромное полотно, которое нужно где-то разложить, и это все вместе сколоть, а потом это еще огромное полотно простегать, несмотря на то, что у меня 2 промышленные машинки, то есть с большим вылетом рукава, но этого все равно недостаточно. И в домашних условиях это сделать сложно. Поэтому для себя в домашних условиях я выбрала вариант сборки одеяла только поблочно. Конечно же, я знаю про все лайфхаки с малярным скотчем, с крахмалом, с временной фиксацией. Это все я знаю. Но лично для себя я просто выбираю другой способ, который мне больше нравится. Ну а после того, как все 3 слоя между собой вы скололи, отправляемся к машинке. Далее, ориентируясь на лапку, нужно сделать строчку с одной и со второй стороны каждой полосочки, тех полосочек, которыми мы соединяли блоки. У меня стоит длина стежка 3,5 мм. Для тех, кто любит стежок крупнее, либо же наоборот более мелкий, то выбирайте любую длину стежка. Прошила по всем полоскам, и вот такой результат у меня получился. Как вы видите, булавки я не убирала, так как сейчас еще дополнительно я пройдусь по самому краю. Опять же, любым стежком, можно самым крупным, просто для того, чтобы зафиксировать, и полотно у нас было ровным. Строчку сделала, можно срезать лишнее. Работу я закончила, вот так она выглядит. Это изнаночная сторона и лицевая. Также я вам обещала показать, что же можно сшить из подобных полотен. Я могу долго перечислять, но мне кажется, лучше один раз увидеть, нежели 100 раз услышать. И в этом деле нам на помощь приходит вот такая прекрасная визуализация. Я бы хотела вас попросить написать в комментариях, какое из изделий вам понравилось больше всего, какое вас вдохновило и от которого вы, например, вот вообще просто не ожидали, что из такого полотна можно шить то или иное изделие. Мне будет очень интересно почитать. Все комментарии я вижу, все их читаю и, конечно же, обязательно отвечаю. Ну и на этом видео будет подходить к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк этому видео. Конечно же, пишите комментарии. Также подписывайтесь на канал,
Если вы еще не подписаны, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Ну и по традиции, если остаются какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. И на этом все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.